знаком с конференцией и приветствовать всех участников конференции, особенно наших испанских гостей, нашего уважаемого генерального консула Феликса Валдеса и наших испанских гостей, которые будут делать доклады, очень интересные. Вот. Я хочу несколько слов предыстории. Год назад в стенах нашего союза прошла прекрасная на высоком уровне масштабная международная конференция тоже по подземной урбанистике. Вот. И мы тогда решили продолжать эту тему, и не только как бы подземную урбанистику там, но и будет у нас развиваться эта тема во всех, как говорится, направлениях, потому что Алексей Георгиевич, помимо того, что он глава там, института геореконструкция и так далее, доктор и прочее, он еще председатель Совета по инженерным вопросам Союза архитекторов. И к тому же он член Союза архитекторов, что очень тоже важно. Вот. И как раз в этот период времени появились контакты Союза архитекторов с нашими испанскими коллегами. И тогда мы совместно решили, что проведем вот эту вот конференцию, уже вот такую уже как бы следующую, уже под флагами великой личности Бетанкура. И назвать эту конференцию «Бетанкуровские чтения». Ну, есть такая у нас традиция, наверное, ну, наши испанские коллеги не знают, но наши коллеги все знают, что есть, например, Назаровские чтения. Это тоже под флагами нашего известного петербургского градостроителя. Проходит очень успешно, уже 4 чтения было. Ну, еще многие есть у нас анциферовские там чтения и так далее. И поэтому я думаю и уверен, что вот бетанкуровские чтения станут вот именно вот, ну, как бы еще в ряд вот этих великолепных конференций, как великолепное продолжение нашей темы архитектурно-строителей. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать огромных успехов конференции самой и пожелать, как говорится, в добрый путь конференции. Я очень рад, что быть сегодня в Доме архитектора и чтобы сотрудничество между Политехнического университета Мадрида и Дома архитектора Санкт-Петербурга будет плодотворным. И чтобы это продолжалось на несколько лет. И тоже я очень рад, чтобы вы вспоминали Агустин де Бетанкур, который был один ведущий архитектор и инженер из Испании, из Канарских островов, и здесь умер, и здесь работал несколько лет. От имени Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга рад приветствовать организаторов, участников и гостей первых бетанкуровских чтений, посвященных теме развития подземного пространства как средства сохранения исторической среды. Личность Августина Бетанкура многое значит как для Испании, так и для нашей страны. Наследие этого выдающегося ученого, инженера, архитектора и строителя сохранились и в Москве, Нижнем Новгороде, Туле, Казани и, конечно, Санкт-Петербурге, являвшемся в те времена столицей Российской империи. Мы бережно храним память о выдающемся вкладе Бетанкура в развитие инженерной мысли в нашем городе и стране. Так, на Университетской набережной есть стела с его именем, а в сквере Университета путей сообщения ему установлен памятник. Но также в знак благодарности гению в его честь был назван мост через Малую Неву и Северный остров, который был открыт в 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу. Символично, что именно имя Августина Бетанкура связало в рамках этих чтений российских и испанских специалистов в сфере градостроительства.
В Санкт-Петербурге накоплен большой опыт развития городской среды. Как вы знаете, петербургский метрополитен является самым глубоким в мире, и по средней глубине залегания станций, что обусловлено особенностями исторической застройки города и развитой системой рек и каналов. Но даже в столь непростых условиях система подземного транспорта постоянно совершенствуется. Открываются новые станции метро, уникальные по своим техническим решениям. Уверен, что этот опыт будет интересен и полезен нашим коллегам из Мадрида. А петербургские специалисты, в свою очередь, с удовольствием узнают о лучших практиках испанской столицы, успешно развивающих подземное пространство города и при этом сохраняющих исторические памятники культуры. Мы открыты к сотрудничеству и готовы к конструктивному и взаимовыгодному диалогу. Надеюсь, что проведение бетанкуровских чтений в Санкт-Петербурге станет традицией. Мы торжественно подпишем сейчас этот меморандум о нашем будущем сотрудничестве. Это, как я уже сказал, рамочное соглашение, в котором мы будем развивать и будущие конференции, и отношения, взаимоотношения между специалистами российскими и испанскими. Тема очень интересная, я бы даже сказал, злободневная, поскольку наш город, пожалуй, единственный из крупных городов Европы или даже, может быть, мира, не имеет такого серьезного подземного строительства. Безусловно, я бы не считал, что подземное строительство – это важный аспект для сохранения исторического центра. Мне кажется, что этот тезис дискуссионный. Но то, что город, безусловно, нуждается в подземном строительстве, это очевидно. Не для спасения центра, я бы сказал так, а для его развития и, точнее, для придания историческому центру тех необходимых функций, которые адекватны современному развитию города и общества. В чем еще важность этого мероприятия? Обсуждая эти вопросы, развеиваются мифы. И считается, что подземное строительство, во-первых, очень дорого, очень сложно и очень рискованно. Безусловно, недешево, безусловно, непросто. И, конечно, есть риск. Но если оценивать эти факторы, если их внимательно изучать и правильно предотвращать, то, конечно, подземное строительство и возможно, и нужно. Видите ли, в подземном строительстве, как, может быть, ни в каком другом или в большей степени, чем в других видах строительства, очень важна специфика местных особенностей грунтов. У нас, конечно, грунты обладают определенными характеристиками, которые делают их сложными, и они, в общем, не очень похожи на грунты в других частях света и в других странах. Это данность. Грунты у нас гексотропные, то есть подвижные, очень чувствительны к динамическим воздействиям. Я не могу точно сказать, какие грунты в Испании, но уверен, что совершенно другие. Поэтому я думаю, что опыт испанских коллег нам будет очень важен методически. А что касается, собственно, технических решений, то, конечно, они должны уже будут приниматься применительно к нашим особенностям. Но, ну что там говорить, город Санкт-Петербург, как и, может быть, никакой другой, всегда
использовал лучший передовой опыт своих соседей. И личность самого Бетанкура тому свидетельство. Поэтому, конечно, очень интересно и очень полезно. Мы пытаемся создать некий пилотный проект по развитию подземного пространства, используя его как парковочное пространство. Я имею в виду проект Александровского парка. Мне казалось бы очень правильным, если бы из Александровского парка мы убрали автомобили, отдали его пешеходам, но не просто убрали автомобили, а предоставили им возможность парковки в подземном пространстве. Здесь есть ряд сложностей. Нужно, чтобы вступили в силу изменения в 73-й закон об охране памятников, чтобы можно было строить на территории памятников подземное пространство, которое не нарушает исторический вид этого памятника. По сведениям, которые я получил из Комитета по охране памятников, такие изменения сейчас готовятся. И мы бы очень хотели, чтобы этот проект был реализован как первый, как пилотный. Очень важно, чтобы на Конюшенной площади появилось подземное пространство. Это, на мой взгляд, абсолютно реально. Подземное пространство на площади Восстания, я думаю, что вряд ли реально осуществить в ближайшее время. Но я думаю, что вот начав с нескольких таких точек, мы получим опыт, который позволит нам уже построить далеко идущие планы. По крайней мере, в генеральном плане заложено достаточное количество подземных сооружений. Прежде всего, это, конечно, Орловский тоннель, который, безусловно, городу нужен. И я думаю, что это тоже является одной из приоритетных задач. Важно не просто придумать какие-то проекты, найти деньги, а важно поменять сознание, отношение людей к происходящему. Поменять это можно только, на мой взгляд, на основе удачных примеров. Удачные примеры, конечно, покажут, что мы идем правильным путем. Конечно, априори людей, которые неравнодушны к историческому центру, беспокоит вопрос, а не получится ли хуже. И если есть риск, что мы можем что-то испортить, разрушить, получить невосполнимые потери, то, конечно, лучше ничего не делать. На мой взгляд, нужно аккуратно, внимательно, последовательно, может быть, небольшими шагами, но двигаться в направлении того, чтобы успешными примерами доказать, что все это реально. Примеры других городов, я думаю, нас вряд ли в этом смысле могут успокоить, потому что здесь люди изощренные, опытные, конечно, скажут, ну, у них другие грунтовые условия и так далее, но, значит, надо делать возможным то, что у нас. Я в свое время в своей практике построил несколько зданий с достаточно большим подвалом и спроектировал, правда. Так принято сейчас говорить. Это во времена Бетанкура, сказали бы, построил. Это и здание финского консульства, это и здание Центрального банка на Фонтанке. Нам удалось не допустить осадок, разрушений соседних зданий, больше допустимых. То есть никаких отрицательных последствий от заглубления на 6-8 метров. В одном случае вблизи собора Преображенского, в другом случае в 20 метрах от Фонтанки не произошло. Эта конференция значит для университета, своего университета первый шаг, что вы сотрудничаете с вами о будущее, поэтому для нас очень важно. Да. У нас тоже в городах есть такие планы, а вообще, когда города очень исторические, и есть археологические работы и, конечно, исследования сначала, и потом
Мы работаем вместе с архитекторами, с историками и так далее, чтобы понимать пространство и понимать, как делать лучше. Да. Я думаю, будет хорошо, если мы можем разделить опыт, да, между нами. Да, я думаю, самое главное, да, потому что, конечно, мы знаем хорошо, как работает наша семья, и я не знаю тогда, и наоборот. Поэтому, если мы разделим опыт работы и темы, это будет прекрасно для вас и для нас, конечно, да. Понятно, что мы не могли пройти и не вспомнить имя этого замечательного инженера и не посвятить ему цикл конференций бетанкуровских чтений. На эти чтения мы приглашаем ведущих специалистов России и Испании, а я думаю, что в дальнейшем и других стран мира, и для того, чтобы поговорить о самых животрепещущих инженерных темах в освоении подземного пространства городов, в развитии городов, в том числе транспортных инфраструктур и вообще в архитектурном развитии городов, исторических городов. Дело в том, что сегодня перед Петербургом стоят очень важные задачи. Сегодня уже нет никакой общегородской земли, которая может быть передана под какие-то функции. Сегодня мы располагаем самым большим охраняемым ЮНЕСКО историческим центром. В этом центре недопустимо никакое серьезное вмешательство, которое может отразиться на внешнем облике города. И единственным вектором развития города является подземное строительство. Должны появиться вестибюли музеев, театров, развитые подземные развязки, парковки, в конце концов подземные вокзалы, пересадочные узлы и так далее. Все это можно сделать в подземном пространстве. И, кстати говоря, к этому весьма располагает и наше отечественное законодательство. 73-й закон по охране памятников. Он не допускает строительства в историческом центре чего-то на поверхности, но вполне допускает подземное строительство. Также допускает это и международные хартии и конвенции. И мне кажется, что для Петербурга это очень важно. Нам нужен сегодня 3D-генплан, то есть генеральный план. Мы должны в генеральном плане отходить от плоского мышления и переходить к пространственному, для того, чтобы осваивать подземное пространство как тот ресурс, который позволит нашему замечательному городу стать не только красивым, остаться не только красивым, но и быть удобным для современного использования. На мой взгляд, мы должны уже сейчас заниматься генеральным планом с учетом развития подземного пространства. Резервировать те площади подземные, те объемы подземные, которые нам нужны в дальнейшем, и придумывать, зачем они нам нужны. Для того, чтобы уже сейчас знать развитие лет на 50 вперед. Это не значит, что мы сегодня должны приступать и начать что-то копать. Мы не должны допустить, чтобы на месте, скажем, который необходим нам для городской развязки транспортной, возник подземный ларек, да? Киоск, где будут продавать чего-нибудь в бутиках. Да? Мы должны избежать таких ошибок. Можно посмотреть на примере нашего соседа, города Хельсинки. Это 800 тысяч жителей, это не мегаполис, но там это давно продумано и зарезервировано для городских нужд. Подземные пространства отчасти реализованы, отчасти еще предстоит эта реализация. Можно посмотреть, например, Мадрида, и недаром мы проводим конференцию вместе с нашими испанскими коллегами. Там построено более 50 транспортных тоннелей в пределах города, сделаны подземные транспортные узлы, в частности на площади Соль, там и метро, и электрички пригородного сообщения. Вы в центре города попадаете на подземный вокзал и уезжаете из центра города в любом направлении, которое вам нужно. Это очень удобно. И вот это пример для подражания. На сегодняшний день, как ни странно, самой большой проблемой является плоское мышление существующего законодательства. Существующее законодательство не знает, что такое измерение вниз. Вот, например, на площади Восстания уже был инвестор и проект развития подземного пространства. И одной из главных проблем, почему это не состоялось, был вопрос о том, а что такое город передает инвестору? Ответ – городскую площадь. А что получает потом? Городскую площадь. В том же виде, да почти в том же виде, только входы будут и въезды вниз.
Так что же город передает и что он получает? И где это подземное сооружение? На какой бумаге оно может быть обозначено? Вопрос остался открытым. Поэтому сегодня и в градостроительном кодексе, и во всех градостроительных документах должно обязательно появиться это направление вниз, развитие освоения подземного пространства, и тогда это пойдет. Тогда это найдутся на это и городские деньги, и общефедеральные деньги, и деньги отдельных спонсоров или инвесторов, точнее, да? Потому что здесь, в центре города, развитие подземного пространства, оно будет самоокупаемо. Я желаю развитию подземного пространства города успеха. Я полагаю, что это мейнстрим развития нашего города и других исторических городов. И дай Бог, чтобы это осуществлялось, и чтобы этому не препятствовали искусственные заслоны в законодательстве, в мозгах и чиновников, и менеджеров эффективных. Вот дай Бог, чтобы это направление стало генеральным направлением развития исторических городов. Спасибо. Я очень рад, большой честь и очень гордый, что эта фигура Агустин де Бетанкур нас объединяет. Поэтому я совершенно доволен, что вы так говорили.